Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим на, возможно, самую важную тему. Давайте сегодня развернем замысел Творца. Зачем мы приходим сюда? Зачем мы обретаем великое счастье? Зачем мы теряем это счастье? Зачем мы обретаем веру? Зачем мы обретаем в этой жизни настолько разный опыт? Что за качели, что за психозы? Куда нас погрузил Отец наш? Любит ли Он нас на самом деле? Что за испытания тут нас встречают? Каков смысл? Давайте поговорим сегодня на эту тему. Я уверен, что для большей части, для половины участников группы точно будет видео понятно, и видео заставит сесть, задуматься, пролистать всю жизнь вашу от начала и до сегодняшнего дня, разобрать по новой ваши ключевые события жизненные, разобрать более глубоко ваших спутников жизни, увидеть себя самого, саму и прямо покопаться в близких, в ближних и в самом себе, посмотреть пристально под микроскопом на самого себя, на свою жизнь. Но ведь вдруг это у нас последняя неделя здесь. Квест. Мы не знаем. Нам сегодня надо подвести итоги и выйти. Выйти из этого воплощения и идти дальше. Не исключено, не исключено. У нас много сходного. Мы приходим, рождаемся, нас приводят сюда родители. Мы рождаемся после 1,5 лет, года-полтора закрывается память у нас, и мы начинаем жить с чистого листа, с полным ощущением, что мы родились, создались вот только сейчас, и мы живем. Мы узнаем жизнь, пробуем на вкус. Нам родители показывают, что такое плохо, что такое хорошо. Мы начинаем развиваться, развиваемся и двигаемся. В детстве, как пазл, собираемся, детский опыт, и как пазл больше, 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 больше. Потом в подростковый возраст входим, потом пубертатный, как так называемый модное слово, период, входим в переходный возраст. После 12 отпочковываемся от энергетического поля мамы и вдыхаем полной грудью, и мы чувствуем, черт возьми, я свободен. Ох, теперь я заживу. Я сам буду решать, куда пойду, что буду делать, что буду есть, что буду пить, что буду носить, где буду жить. Сам. Великая радость, великая. И начинается взрослая жизнь. Мы даже не понимаем, что нам уготовлено. Сколько всего интересного, сколько радости, сколько любви, страсти, сколько потерь, сколько обид. И начинаем идти путь увлекательный, и мы начинаем жить. Сегодня мы будем проматывать, заострять внимание на каких-то событиях. Зачем мы пришли сюда? От предыдущих видео вы, возможно, собрали картинку и понимаете, что
Мы пришли из других миров, мы пришли из духовного мира, где отдыхали, спланировали новую жизнь, новое воплощение с ангелами-консультантами, чтобы наработать качество, поработать с ошибками, становиться все лучше и лучше, обретать все новый опыт и закреплять его. Великое учебное заведение. Мы что-то такое представляем, предчувствуем. Наверное, так это и есть в жизни. Но доказательств, ни бумаг, ни печати нет. Просто живем. Я обобщаю. У всех своя жизнь, индивидуальный опыт. Интересные родители. Мы смотрим на родителей, на наших друзей. У них другие родители, у нас свои родители. У нас к ним особое отношение. У родителей к нам тоже интересные отношения. Они нас ругают, они нас хвалят, они нас наказывают, они нас поощряют. И мы двигаемся, формируемся. Как мы можем оценить свою жизнь? Интересно, у всех есть память. Интересно, увлекательно. В целом же шикарная жизнь, кайфовая. Как мы встретили друг друга? Это я про спутников жизни. У всех такие интересные истории. У кого простецкие. Пришли в гости, познакомились. Вспыхнула страсть. Потом создалась семья. А потом родились дети. Вы сначала волновались. Кто-то шел по наитию, в чувствах, в великой любви. Вспоминаете все, да, ведь? Все мелькает. И вот мы с вами в этой точке, сейчас, здесь и сейчас. Что мы имеем с вами? Мы смотрим вокруг, у нас есть пульт от жизни, мы поставили на паузу и рассматриваем. Мы теперь взрослые, и все разные мы, но у нас есть много общего. Мы задаем всегда вопросы. Зачем? Почему? Родился ребенок. Мы его рассматриваем. Вот это да. Я стал родителем. Вы стали мамой. Вы чуть с ума не сошли от родов. Вам никто не говорил, что это очень болезненно. Это очень страшно. Ну, вы как в омут с головой. Раз. От любви желаю стать мамой. И приводили сюда детей. Дети интересные, маленькие, красивые. И вы видите, какое чудо. И вы чудесней чудес не видели, как своих детей. Ничто не сравнится. Сейчас вы понимаете, что вас рожала мама точно так же. Брала на руки первый раз и плакала. Плакала, а вы маленькие тоже плакали, кричали. Были в шоке. Дети визжат, когда рождаются. И у вас отношение с рождением ребенка менялось постепенно ко всему миру. Немножко по-другому вы смотрели на все. И любовь в вашем сердце, у вас сердце увеличилось. И вы стали любить еще одного человека. Вы понимали, что всю жизнь вы будете холить и лелеять его. Вы мама. Вы папа. Часто вспоминаем, знаем нашу культуру, что у нас мы живем на земле православной, у нас много храмов православных. Мы знаем, слышали, что такое Бог, традиции православные. Мы отмечаем праздники, мы стараемся всю жизнь поддерживать наших родителей, наших предков. Мы тоже в вере, но все по-разному. Большая масса, основное, мы начинаем взрослую жизнь, мы ходим в церковь на крещение, на отпевание, на венчание, на Пасху. Это культура. Думаем, но поверхностно об этих вещах. Нам в жизни несказанно везет. Что-то случилось такое, вы могли умереть, но вы спаслись. Была авария, и вы выжили. Вы, конечно, идете в церковь и
у вас сердце тянет туда, и вы про себя мысленно разговариваете и благодарите Бога, что Он вас спас. Благодарите ангела-хранителя. Вы предполагаете, что это правда, что говорят. Вот так вот, мне повезло, действительно Бог есть. Если бы Его не было, я бы просто погиб. Наверное, Он есть. Потом случаи похожие случаются, или вам сильно тяжело, случается горе гореное прямо, и вы идете в церковь или сидите дома и разговариваете с Ним. Тайная такая беседа, и вы плачете и говорите: «Ну ты ведь есть, я же верю в Тебя. Помоги мне, облегчи мне жизнь, сделай то, что я хочу, сделай так, чтобы я не страдал, и я точно поверю в Тебя». И случаются такие случаи, случаются чудеса личные у нас. Жизнь продолжается, развивается, мы работаем, мы растим детей, мы стараемся оставаться, быть хорошими детьми для своих уже стареньких родителей. Учимся быть сами родителями, учимся дружить уже с взрослыми друзьями детства. В общем, двигаемся, становимся лучшими специалистами в своей работе, зарабатываем денежки, строим свои гнезда, домики или квартирки, погружаемся в бытийность, устраиваем свой быт, берем в кредит или копим на автомобиль, на дачу. Все сходно. Но слово Бог бывает часто в голове. Мы благодарим, мы бывает ругаем, потом становимся взрослее, и многие развиваются в этом направлении. Кто-то прочитал Библию и думал над ней, размышлял, перечитывал. Кто-то читал Коран и восхищался бытием Мухаммеда. Ого! Такой был человек, вот это да, это реальный персонаж. Мы восхищаемся многие бытием Серафима Саровского, Сергия Радонежского. Говорим: вау, вот это были люди. Мы верим, и мы знаем, что они были в истории. И из этой когорты, из святых, у многих появляются наши кумиры. У меня в юности я влюбился в Серафима Саровского. Будучи хулиганом, матершинником, алкоголиком, я восхитился Серафимом Саровским. Восхитился. И мы все развиваемся, все живем, у всех разные пути, но много общего. Как выясняется, много общего. У нас у многих вопросы есть неотвеченные, не полученный ответ на них. Кто такой я? Почему я здесь? Какова цель тут? Я просто животное, пришел ниоткуда из бездны и уйду в бездну, кану в лету, исчезну, испарюсь. Или есть рай и ад? Интересно. Но я думаю, что есть тот свет. Есть рай, есть ад. Что-то предполагаю. Мы получаем ответы, мы видим опыт других людей, опыт возвращения из комы, опыт гипноза. Мы видим сны, которые нас пугают, которые нам шепчут, что вы ничего не знаете, что есть другие миры. И мы двигаемся по эзотерике, изучаем по чуть-чуть одно, другое, третье и формируемся в личность. И мы видим, как мы меняемся. И мы видим, что у нас всю жизнь идет в желаниях, в самых сильных желаниях. Мы желаем, чтобы дети были всегда здоровы,
счастливые, чтобы наш спутник жизни был всегда рядом с нами, чтобы он нас не предал никогда. И мы хотим тоже никогда не предавать, быть всегда вместе. И мы учимся дарить заботу, любовь, милосердие. И всегда вопрос есть, каков замысел его, кому принадлежит все, какие у него имена, почему нам не говорят, почему церковь очень православная очень мало говорит, почему я не доверяю полностью Библии. И у многих что-то подобное происходит за время взросления. Потом многие из нас доказывают, находят доказательства и подтверждения о наличии Творца, Абсолюта, Властелина всех миров, Всевышнего, Всемогущего. Мы приглядываемся, как мы живем. И мы начинаем более осознанную жизнь, больше любить детей, живых еще родителей, теплее относиться к соседям. То есть мы начинаем укрепляться в вере. Мы знаем, что не обязательно ходить в храм. Многие не ходят в храм, но сначала доверяют, что что-то есть, что-то помогает, что-то ведет меня. Сначала доверие, потом вера, потом уверенность. У малого процента происходит безусловная отдача целиком и полностью тому, кому все принадлежит. Отцу Небесному, Абсолюту, Источнику. И после этого мы видим, что случайно нам приходит информация эзотерического характера. Мы узнаем шокирующие вещи. Мы сначала пугаемся, что-то принимаем, и это нас затягивает. Но сердце нам говорит, что многое является истиной. И мы чем взрослее, тем мы наполняемся больше. Но нас становится меньше. Очень часто, как я иду последние годы один. Это привычка. И мне мудрецы сказали, что я один пришел и уйду один. Копи, не копи имущество. С чем пришел, с тем уйдешь. Это о материальном. И объяснили потом попонятней. Твоя главная ценность, мне сказали, будет это твой опыт жизненный и твои наработки, твои дела, что ты сделал здесь. Действия, они фиксируются в память. Я был в шоке. И я до сих пор это могу, я это проверял, перепроверял. И сейчас я и есть свой путь. Вопросов больше нет. Получены все ответы на все вопросы. Много жести, много шокирующего. Но все это за последние годы устаканилось, и я обрел великий покой. Покой. Я разобрался, куда иду, зачем пришел, зачем иду, куда уйду и зачем уйду. А когда я уйду, что останется здесь? Это сама суть. То есть все вопросы, которые могут возникнуть в жизни у человека. И вопросы были много лет назад, и у вас, и у меня. За что мне такое великие страдания? Раз, и вы теряете все. Вы теряете спутника жизни. У вас рассыпалась семья. Вы потеряли работу.
и вы наедине самым собой ночью орете в небо, кричите в небо, в темное ночное. Почему? Почему говорят, что ты добр, что ты любящий? Почему я провалился в такие страдания? Я недостаточно молился, недостаточно ходил в храм. У нас у многих такие психозы были с потерями, самыми сильными, страшными потерями в жизни. Либо когда уходят самые близкие. И среди нас есть такие мученики, которые уже хоронили своих детей. Великие страдания. Почему они хоронили своих детей? Почему не я? Вопрос. Ответ. Потому что им нужно пройти в этой жизни через это страдание, через эту боль. Она страшнее, она больнее, чем провожать своих родителей, хоронить. Почему именно им? Потому что они выбрали в духовном мире такую жизнь, прекрасную жизнь, любовь, строительство, потерю, разочарование, вдохновение, восстать как птица Феникс из пепла и остаться тем истинным, сохранить любовь, заботу, милосердие в своем стержне, не предать и через потерю эту пройти с честью и достоинством до конца жизни, сколько отмерил Творец. Только уйдя, мы можем им завидовать, только уйдя. Мы все будем им завидовать, что им дали самую трудную задачу – хоронить детей. Они с таким опытом больше никогда, если не потеряют честь и достоинство в этом состоянии, в потере, то они тогда никогда больше ни в одном воплощении с таким не будут сталкиваться. Они выходят на новые уровни, и у них будет в основном любовь, 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 творчество, развитие, обучение. Мы тут такого даже не видели никогда, не можем увидеть на Земле, какие у них дальше дороги, вот этого мужчины и женщины. Вероятность велика, что они вместе дальше пойдут на воплощение, но в качестве абсолютно другом. Могут быть два брата, могут быть брат и сестра, могут вновь быть муж и жена, только поменяться местами. Это проверено, это точно. Как все интересно, увлекательно. Чувствуете, я жесткости добавляю. Так почему нам сваливаются такие ужасные испытания? Потому что мы особенные. Всем не сваливается. Потому что пришло время нам пройти через потери, через страдания. Но это великие крайности. Это ведет к благу. Это ведет к возвышению. Это ведет к Творцу. Садомаза, да, просто жесть. Это так. Кто сейчас согласится? Мало кто согласится. У нас всю жизнь здесь на правом ангел, на левом черт. Левое плечо черт занимает по праву, а правое ангел тоже по праву. У нас есть всегда выбор. Либо идти в светлую сторону, либо идти в темную сторону. Творец никого не наказывает, никого не уничтожает. Ни одного ребенка своего духа, ни одного не уничтожил за всю историю бытия. Это не только история человечества. Это миллиарды, 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 миллиарды и еще куча нулей, лет. Он принимает всех
и прощает всем, помогает всем, каждому, и относится всем так же, как к Христу. И Христос, старший наш брат, также относится к нам, ко всем, к каждому, каждому, каждому. И они оба знают, и Творец, и Христос, они знают наше воплощение следующее. Они знают, что мы еще провалимся, что мы еще как феникс воскреснем из пепла и выйдем на высокие уровни, в ангельские. И у нас будут искушения, и мы подвиги будем совершать, подвиги в свете. И многих из нас еще будут рисовать на иконах. В других мирах я двинулся широко, раздвигаю и расширяю наш разговор. Все остальное меркнет. Если вы в потоке вместе со мной, вы принимаете и болезни свои, болезни детей, принимаете судьбу как есть. Не меняете ее, не перечите, не перекраиваете. Потому что судьба – это инструкция. Инструкция, как жить. Это совет, как максимально хорошо прожить через чувства. Максимально хорошо прожить. И чем мы взрослее, тем надо бы нам думать и осмыслять нашу жизнь, как учебное заведение, как учебный великий курс этого воплощения. Многие из нас обрели в жизни отрицательный опыт, деструктивный опыт, черный опыт. Я вырывался в юности из черноты. Грех великий, каюсь до сих пор, но когда человеку приходит понимание, когда он пробуждается, у него есть честь и достоинство. Он встает, он из сутулого становится прямо стоящего, если мужчина, как офицер. Если девочка, она встает, такая у нее осанка, она такая красивая, она будет светиться, и она пойдет. Будет трудно, но она дойдет до конца. Дойдет до конца в самых трудных трудностях жизненных, обретет, зачем пришла. Великая любовь, великая радость, великая забота и величайшее милосердие. Есть у нас у всех такой шанс. Доходит до того, о чем я говорю, малая часть. Я очень хочу, чтобы с нашей группы хотя бы половина дошли до высоких уровней. Прямо в этой жизни, в этой. Я вам расскажу, у меня есть знакомый, хитрожопый. Он особенный человек. Он живет в это воплощение вместе с нами уже третью жизнь. Я кратко о нем обмолвлюсь. Он родился, стал расти, он понял, зачем пришел, он попробовал все. И хорошо попробовал, и плохо попробовал. Он отнимал чужое, он обогащался для своего возраста. В юности очень шикарно. Он был богат, были великие искушения, и у него был выбор, куда он пойдет. И он шел посередине, черпая монеты с левой стороны, а с правой помогал людям, интересовался целительством. Но целительством тоже хотел зарабатывать. Вот такой человек рос, и ему были открыты дверцы к знаниям. Как, кстати, и к вам, ко всем. Надо просто захотеть. Когда есть желание, то знания приходят по чуть-чуть, и их по капельке, по зернышку мы принимаем. И этот человек выбрал в воплощении очиститься и дойти до хорошего, светлого уровня и обрести плохой опыт, черный, да, деструктивный, и позитивный,
целительстве, в милосердии. И он это помнил, он это чувствовал. И он вырос прямо на острие ножа вот этого. И потом принял решение шагнуть вправо, в свет. Но в полудреме он был, и ему ангел-хранитель помог. И у него жизнь так сломалась, у него позвоночник ссыпался в трусики. Он потерял все. Он потерял семью, он потерял работу, он потерял, на чем передвигался, он потерял автомобиль, он потерял здоровье, но его оставили живым. Весь букет, чтобы он увидел, осознал, в больнице лежал, смотрел в окно, в небо и выбрал сам. Либо умереть, чтобы больше не гадить, либо идти к свету, исправляться, очищаться и помогать другим. Что это за жизнь? Это какой-то ад, сладкий ад, так скажем. Но он выбрал к свету идти. И у него были мучения, суицидные состояния, но было пробуждение. Если нам, ребята, пробудиться, нам настолько легко будет все обходиться, идти. И такое будет счастье. Вот этот человек, о ком я говорю, он выбрал светлую сторону, и он жил больше 10 лет в страданиях великих для него. Я с ним контактирую, и он до сих пор благодарит судьбу, что вот так все сложилось, мы говорим, да? Но делает-то все он. Но ангел-хранитель тут как тут, он помогает, он советует. И этот человек стал помогать людям обучаться целительству. Но деньги нужны всем, как инструмент, чтобы жить. Даже обучаться нужны деньги. И этот человек, про кого я говорю, третью жизнь проживает в этом воплощении. Он жил первую становление в отрицании. Таких очень-очень много людей, большой-большой процент. Это зарабатывать. Деньги, отнимать, интересные схемы, уходить от закона, обогащаться, обманывать, пользоваться. Потом осознание, потом, живя в этой же жизни, помогать уже нуждающимся. Это самое сложное. И потом, по собственной воле, по своему желанию, выбрал сторону света. Вы думаете, темная сторона так отдаст, что ли, такого чижика? Нет, нет. Потому что были вложены инвестиции в этого человека молодого. Темная сторона будет долги забирать, сколько сможет. Он будет обретать опыт тяжелый. То есть одна жизнь кончилась, он должен погибнуть в одно время. Он выжил, выбрал светлую сторону, трудный путь. Обнулился, 0. Возродился и пошел в новую жизнь с нуля. Учиться ходить, дышать. Но тело взрослое. Этот кусок был более 10 лет 15, наверное, лет 15, труднейший. Но он так был настроен. Он ел сухой хлеб, грыз. Кушать нечего было. Телефона даже не было, это в современное время. А он тихонько пел песни, капали слезы на стол, на обеденный, старый, сломанный. И он благодарил и благодарил Бога. В рваной дырявой одежде был, ел сухой хлеб, но он знал, куда идет. Сейчас он в той точке, это уже условно третья жизнь. Разве вы видели таких людей? Нет, я не видел. Такую жизнь он живет для людей. Он живет прямо любовью. Он светится. Он ведет себя как сумасшедший. Он с близкими, кому доверяет. Он говорит, что он готов уйти прямо сегодня ночью. И будет петь песни и танцевать. Но он хочет вечером помочь еще кому-нибудь, какому-нибудь человеку.
Он хочет в начале ночи еще кому-нибудь помочь, а потом и уйти. И вы можете тоже, кто чувствует, что застрял в материализме, застрял в зарабатывании денег, и темная жизнь, вот эта материальная, поглотила, прямо половину проглотила тело. Топнули ногой, если сможете, и говорите: мой выбор – перейти на светлую сторону. Я выбираю бытие в свете Бога, в любви, заботе и милосердии. Так есть. Но вы можете потерять доходное место. У вас будут денежки, но только столько, сколько вам нужно в этот момент, в этой точке времени. Это такой квест. С ног на голову все встает, мир меняется, все окружение меняется, исчезнет. Это будто под чем-то, какие-то галлюцинации. И появляются другие люди. Абсолютно другие люди. И нужные люди. И люди потом вам говорят: ты вовремя появился, мы вовремя познакомились. Как будто так и должно быть. Не верите? Увидите. Кто чувствует, меняйте, топайте ногой. Если вы взрослые, временной ресурс ограничен. Этот мужчина третью жизнь живет, он хитрожопый. Он говорит, что он готов уйти, улыбается, но желает еще обучаться и практиковать, обучаться и практиковать. Если он послезавтра уйдет ночью, развоплотится, я уверен, он на уровень попадет не ниже 15-го. Это прямо близко к ангелам. А если ему повезло, если он еще перед смертью, перед уходом, двоим-троим человекам даст напутствие светлые, и эти люди запомнят это навсегда, быть может, ему повезет, что он выйдет и на 18 уровень. Это уровень ангелов-хранителей. Это могут ощутить только пробудившиеся люди. Для них слаще и милее ничего быть не может больше. Они будут желать только этого. И когда они будут продвигаться, путь будет ускоряться в продвижении, в развитии на светлом пути. И люди почувствуют то, что никогда не чувствовали. Они будут вспоминать свою любовь, свою страсть, сравнивать с сегодняшней на своем пути и будут хохотать, потому что им кайфовей, чем было тогда. Они тогда были уверены, что это великое счастье и счастливее ничего не может быть. Они с ума сходят с этого, что имеют. Но они даже в то время не отдупляли, что пройдет время, лет 12, и им будет шанс открыт. Они заслужат шанс обрести великое счастье. Оно называется на санскрите ананда. Это вечное, постоянно растущее счастье. Это когда, я предполагаю, когда под всеми на свете наркотиками, самыми-самыми крутыми, и в осознанности самой осознанной. Это с такими божественными песнями. Постоянно. Это постоянно над самой лучшей машине. Я вам описываю материальное, вплетаю, чтобы было чуть-чуть понятно. Если это мужчина, то у него рядом самая красивая женщина во всем творении божественном. И она ему навсегда. И это ананда, она растет. Каждую секунду лучше, еще секунду еще лучше, еще лучше. И человек, почему он поет? Потому что он поет, он, если бы был бы неосознанный, он бы с ума сходил, у него голова бы давно лопнула. Потому что такого не бывает. Но человек вошел на такой уровень, на такое развитие, что он быстро привыкает. Вот к чему
идут мудрецы, которые посвящены в сокрытые знания, что такое бытие, кто такой Бог, что такое Ананда. Людям дано слово нирвана. Этот человек, про кого я говорил, он выйдет на начальные ангельские уровни. Была такая цель. Но посмотрите, какой вкратце описал путь. Это просто садомаза, это жесть какая-то. Это хоронить близких, любимых. Это радоваться от родов маленьких детей, видеть, как они растут, как они превращаются в отвратительных молодых людей, как они умирают, и хоронить их, и при этом просто улыбаться и работать на простой работе водителем, дворником, садовником, пекарем. Сегодня ночью закройте глаза, посмотрите, каков ваш путь. Я вижу, я знаю, что вы избранный, избранная. Вы посмотрите, какая жизнь. Вы же не видели рядом таких жизней. Вот вам ответ, почему, для чего. Все для вас, для опыта, для осознания, для пробуждения, для принятия. Старт в новое воплощение. Через духовный мир, отдых, в новое воплощение, в новые миры, абсолютно где нет страданий, где только наслаждение, только наслаждение. Но там нет событий, там нет времени, и там просто отдых и кайф. После этого отдыха вы снова можете сделать заявку, например, на Землю. Но вы никогда не будете проходить путь, который проходили вы в это время сейчас. Нет. Потому что будет сделан зачет. Потому что вы такие крутые, вы молодцы. Вы прошли трудности, вы приняли все, вы не свернули на темную сторону. Если кто свернул, он вернулся обратно, обрел опыт и вернулся обратно. Такой широкий, столько воплощаться, проходить пути, обретать опыт, анализировать в духовном мире, потом снова воплощаться. И вот это будет уже закончиться колесо сансары, и будет развитие в мирах. Вы заулыбаетесь, просто всем похлопаете, постоите у колеса сансары, у этой очереди. Вы знаете всех сотни душ, которые приходят опять на землю, приходят, опять приходят. Но основная масса улыбаются. Меньшая часть плачет. Кто-то упирается и не хочет идти. Он очень плачет. Я уверен, основная масса поймет. Нет слов, какие бы я их хотел сказать. У нас богатый язык, но о том, о чем хочется говорить, наш язык даже не готов на это. Чуть-чуть готов. Безмерно всех люблю. Мы очень похожи. Вырывайтесь из бытийности. Не молитесь на деньги, не молитесь на здоровье. Принимайте судьбу как есть. Берегите свое тело, потому что есть чем еще заниматься. Готовьте себя в качестве лучшая бабушка, лучший дедушка. Когда уйдем, неважно. Будьте готовы сегодня ночью. Страх исчезнет навсегда. Когда уходит страх, счастье занимает это все место. Обрели хвостик Ананды, и Ананда растет. Ананда – постоянно растущее счастье. Простите меня за взрыв мозга вашего, за кипение вашего мозга. Но 4-й десяток видео идет. Я же готовил вас к этому. Моя цель жизни – помогать вам. Ваша цель – помогать другим. Моя цель – любить вас бескорыстно, в истине, рассказывать, что можно рассказать, советовать, что можно посоветовать.
и быть с вами рядом. Я с вами рядом, но все имеет конец. Возможно, эта неделя последняя. Обнимашки. Люблю вас. Пока-пока.